Сегодня мы расскажем о том, что делать, если на автомобиле Honda загорелась лампочка SRS. Например, сейчас у нас Honda CR-V 4-го поколения. Вот эта лампочка, сейчас она потухла, потому что мы, в принципе, уже устранили неисправность. Но если она продолжает гореть, нужно делать следующее. В первую очередь надо провести компьютерную диагностику и считать коды ошибок. Мы это делаем вот таким прибором. Хотя это можно сделать любым прибором. Honda HDS, ELM, Launch и так далее и тому подобное. Даже путем перемыкания контактов в диагностическом разъеме, но чего мы делать не рекомендуем, потому что есть вероятность замкнуть не те контакты, и в этом случае можно вывести из строя блок управления. Наш прибор ругается на напряжение бортовой сети, говорит, что низкое, поэтому для корректной работы диагностического сканера мы завели машину. Вот у нас определился год выпуска, модель. Входим в раздел «Диагностика по системам». Этот раздел. Ну, давай, заходи. А процессор старый у монитора, поэтому долго думаю. Так, выбираем SRS. Коды отказа. Видим ошибка B2020-13. Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе левой боковой подушки безопасности. Эту неисправность мы уже устранили. Поэтому покажем дальше, как ее устранять на другом автомобиле. Ну, к примеру, возьмем Civic 4D. Здесь мы ее удаляем. Выключили зажигание. Результатом предварительной диагностики перед устранением неисправности была ошибка 33-10, обрыв или повышенное сопротивление в первом газогенераторе левой боковой шторки безопасности. Сейчас мы покажем, что в этом случае необходимо сделать. Открываем заднюю дверь с левой стороны. Берем головку с удлинителем на 10. Отворачиваем болт крепления боковины заднего сиденья. Дальше снимаем боковинку. Сняли. Чтобы нам было удобно, снимем подголовник. Снимаем уплотнитель двери. Дальше отстегиваем вот эту боковинку. Она стоит на одноразовом клипе одном, а остальные все многоразовые. Для того, чтобы она отстегнулась корректно, надо по ней легонечко ударить тупым мягким предметом. Дальше отстегиваем.
сняли. Вот, собственно говоря, левая боковая шторка безопасности. Вот это пиропатрон. Сопротивление пиропатрона электрическое должно быть от 2 до 3 Ом. Если оно превышает эти значения, загорается вышеупомянутая ошибка 33-10. Сначала визуально смотрим, есть ли подушки, не удалены ли они, не поставлены ли обманки. Все цело. Значит, снимаем разъем. Для этого оттягиваем вот эту штучку. Разъем снят. Сейчас пауза. Дальше воспользуемся одной из вот таких жидкостей, восстанавливающей контакты. В принципе, можно просто вытащить разъем и вставить на место, либо за неимением других жидкостей воспользоваться любой жидкостью типа ВД-40. Мы используем специализированную жидкость, но сути дела это не меняет. Одна из них чистит контакт, другая восстанавливает. Ставим на место. Защелкиваем разъем. Дальше все устанавливаем на место. Здесь есть одна тонкость. Все клипы многоразовые. Единственное, один, вот этот, считается одноразовым. Он застегивается один раз, и потом его сложно вставить повторно. Сейчас покажем, что с ним нужно сделать, чтобы установить повторно. Мотор. Значит, что делать с одноразовым клипом? Можно, конечно, попытаться разогнуть вот эти 4 усика, заново его завести, но проблема в том, что вставляется он в отверстие вот этим концом очень тяжело. Попасть туда проблематично. Я делаю по-другому. Либо надо брать новый, либо с этим сделать вот что. Берем головку на 16, ну, свечную, обычную. Он как раз встает сюда так, как нужно. Ставим головку, ударяем. Любимым инструментом любого механика — молотком. После этого извлекаем оттуда сердечник. Вставляем сердечник на место. А вот эту штучку отверстие кузова. Кузов, видно, что подвергался ремонту. Здесь что-то наварили электросваркой, поэтому он туда и не вставится вообще никогда. Только таким вот способом. Дальше устанавливаем на место таким образом, чтобы вот эти грани, 4 грани, и вот эти вот усики совпали с соответствующей частью вот этой черной половинки его. Как это сделать? Очень просто. Направили так, чтобы все у нас совпадало. О, застегивается. Дальше. Вот этот направляющий вставляем. Ничего не видно над лампочкой. Направляем так, чтобы грани попали
пазы и, проворачивая черненькую часть по часовой или против часовой стрелки, добиваемся того, чтобы он туда начал входить. Вот. Вот он вошел. Вот он вошел. И застегиваем его. Все, боковина поставлена. Устанавливаем на место. Уплотнитель. Боковину сиденья. Наживляем болт крепления. И затягиваем его. Устанавливаем на место подголовник. Включаем диагностику и проверяем результат. Смотрим на лампочку. Вот она загорается. И через какое-то время гаснет. Значит, действующих ошибок в системе СРС на данный момент нет. Но если они сохранились в памяти блока управления, то для проведения повторной диагностики корректно мы их сейчас удалим, потому что в следующий раз лампочка СРС может загореться по любой другой причине, а если этот код неисправности будет продолжать храниться в памяти, мы не будем знать, по этой стороне сработала подушка или по другой, или вообще причина не в этом. Ну и в этом может быть тоже. Заходим в систему СРС, видим, коды отказа не обнаружены. Неисправность успешно устранена.